Здорово всем, с вами Миша Плюшка, и это канал бывшего осужденного. Это продолжение моей истории, биографии, истории человека, который с ранних лет попал в мир криминала, попал на малолетку, потом раз за разом попадал в разные колонии общего строгого режима, как я жил на свободе. Сегодня будет история про розыск, про мое первое освобождение, период вот этого времени, что я находился на свободе, и как я в итоге смог из всего этого вылезти, исправить свою жизнь, пересмотреть свои взгляды. Видео не несет никакой пропаганды, призывов. Я за спокойную, свободную и замечательную жизнь на свободе. Итак, ребят, давайте начнем. Итак, в общем, в прошлый раз я закончил на том, как вот я отсидел первый раз. Получается, сначала я попал в СИЗО Рязанское на малолетку. Вот, кстати, для тех, кто впервые на моем канале вдруг такие. В общем, я провел 12 лет в местах лишения свободы из своих 34 вот на данный момент. Не одним разом, а за 4 срока. Преступления я не барыжил. Тогда было мало кто сидел за наркоту. Это были квартирные кражи, грабежи, разбойные нападения, угоны. В общем, там есть видео, можно набрать Миша Плюшка в Петровке 38, там, короче, ну вот небольшая часть моих похождений. Итак, в общем, отсидел я первый раз, сначала в СИЗО, было очень долго, 2 года, вот, то есть в предыдущих сериях, блядь. Меня судили достаточно долго, потому что были такие, у нас много было дел, и у нас было 6 человек, я 6-й вот по делу. По итогу, короче, дали 4,5 года, я отсидел 3, я освободился условно-досрочно из общего режима, с Брянска. Вот. И сейчас мы начинаем новую серию, продолжаем. Прошу подписаться вас на канал, если вы не подписаны, поставить палец вверх этому ролику и написать свое мнение обязательно по поводу того, что происходило в моей жизни, одобряете вы это или нет, хотя я, конечно, сам не одобряю лично, но вы можете высказаться, я всегда читаю, лайкаю комменты. И второй канал, кстати, у меня есть, ребят, если кто не знает, на него тоже можно и нужно подписаться. И также, если, в общем, есть какие-то моменты, они есть, которые я не могу здесь озвучить, рассказать на ютубе, то в моем телеграм-канале, короче, я эти моменты обсуждаю с ребятами, кто туда вступил. Чтобы туда попасть, нужно посмотреть видео по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Итак, 2006 год. Лето. Месяц, не помню точно, по-моему, июль был. Вот. В общем, с Брянска я освободился. Приехал сразу же в этот день, я поехал на электричке домой, в Москву. Приехал по прибытию, не помню, чем я занимался, но, наверное, даже фотки где-то есть. Я попробую вставить сюда фотографии, чтобы вы видели, как я приблизительно выглядел в то время. Я был худой, по сравнению с тем, что сейчас, ну, после 30-ки все жиреют, на самом деле, мужики. Вот, короче, в общем, вернулся я домой, и что я стал делать? Ну, первым делом, как бы, знаете, у меня были мысли такие, устроиться на работу, вот, и я устроился даже на работу. Я не такой человек, который, знаете, прям вот там жил по понятиям, совсем там, нет, если можно было, короче, устроиться на работу, я, как правило, это делал. Но я делал это, я устраивался на работу, короче, блядь, там что-нибудь накраду, наворую и, короче, сваливаю оттуда. Есть возможность что-нибудь там спиздить, кого-нибудь облапошить, короче, я вот, занимался этим. Об этом тоже в телеграм-канале рассказываю. Вот, и, в общем, сначала я устроился на работу, блядь, история такая, на самом деле, пиздец. Короче, устроился на работу, типа, курьером. Вот. Ну а куда? Раньше особо никого не брали, мне 19 лет. Вот. А еще вышло лето, жара, блядь, ёпта. У меня наколки были уже, ну вот здесь вот, вот эта вот часть была забита, вот, а больше как бы, ну вот больше ничего не было там остального. Но все равно как бы видно, что это тюремные наколки. А раньше как бы, ну, интернетов не было. Вот был у меня приблизительно такой телефон с полифонией, блядь, по-моему, Samsung был какой-то. Вот. Тогда я помню, блядь, с дуру скачал все
мелодию на него, короче, за 200 рублей, что ли, короче, полифоническую. Звери, просто такая сильная любовь, чтобы на звонке стоял. 200 рублей, блядь, полифоническая мелодия. Помните вот эту хуйню? Помните, блядь, вот эту ностальгию, когда по телеку шла реклама, рингтоны продавали через СМС, блядь. На тетрадках раньше была эта хуйня, помните? Ну, короче, устроился я на работу курьером. Блядь, какую-то мне дали хуйню. Какие-то письма, короче, развозить по Москве. А я напомню, как бы лето. И чтобы, ну, вот этой хуйни было у меня не видно, чтобы я, ну, как бы на работе, вот так далее. Я, короче, одевал футболку с длинным рукавом. А под нее, как бы, естественно, ну что, шорты одевать? Ну, хуй знает. Часто, может быть, я и одел бы, а тогда как-то я вот думал, что, ну, нет, надо штаны спортивные, короче, ну, и кроссы. И, короче, жара, блядь, пиздец была, бля, я весь, короче, запотел. Тогда не было в этих телефонах ни навигаторов, ничего. Мне, короче, дали адрес. Ебать, я пошел, я, короче, заблудился нахуй в какой-то, короче, пришел в посадку, бля, я весь вспотел, я натерся вот эту вот промежность, бля, ёпта, ну, где мудя, блядь, да, вот эти вот ляжки. Я еле шел, просто пизда. В итоге я, короче, сел в автобус, там доехал до метро и поехал домой, бля, ёпта, я не стал ничего развозить. Приехал домой, ёбнулся просто в холодную ванну, душем там поливал свои ляхи. Вот, и я такой, блядь, да ну нахуй, вот это работа, блядь, вот это я нахуй откинулся, блядь. А учитывая то, что я там первым сроком мурчал, вот, я думаю, у меня было такое ощущение, что я какой-то чмошник, блядь, вот. В итоге, короче, я позвонил на работу, говорю, я заболел, извините, там заказы не развез, короче, блядь, я больше у вас не работаю. Приехал курьер такой же, бедолага, ко мне домой, короче, забрал проездной, который они выдают, и письма, которые я не довез. Еще один момент был интересный. Мне, короче, 2 месяца не давали бабы. Представляете, 2 месяца, как я освободился, я не спал ни с кем. Потому как, ну, блядь, кто-то замуж повыходил. Короче, куда-то бабы все мои делись, блядь, которые у меня были. Там, ну, там, знакомые, подружки, там, одноклассницы, блядь. Вот. И я очень гнал по этому поводу. Потом я с одной девочкой познакомился. Ну, как познакомился? Я с ней познакомился еще в тюрьме. Вот. Мы так общались, через пацана познакомился. И, короче, она меня потом приехала, так сказать, выручила. Вот. Потом я устроился на работу в хуйню, где вот печатают такие вот логотипы, как аппликации, да, на футболках, как она называется, эта хуйня, забыл, ну, шелкография. Там я работал месяца 2, наверное, как бы нормальный коллектив, и, блядь, вредное, конечно, производство, там молоко за вредность давали, вот, но как бы коллектив нормальный был там, и это, пацаны молодые, один рязанский был, земляк мой, всем привет, кстати, рязанцы. Косопузы, земляки. Вот. А потом случилось так, там мужик вышел из отпуска, который, блядь, занимался в этой конторе, ну, той хуйней, что как бы следит за теми, ну, там, у кого военный билет есть, нет, там, не бегаешь ли ты от армии. Вот он мне сказал, где твой военный билет? А какой мне нахуй военный билет? Я пришел, короче, а военкомат там рядом, блядь. Кстати, был. Я прихожу, я говорю, здравствуйте, девушка, мне бы военный билет. Она сидит, бутерброды точит такая, с чаем такая, и вниз что-то смотрит, там, то ли в компьютере, то ли в газете. Раньше, да, читали газеты, журналы, выписывали, блядь, не то, что сейчас. Сейчас все, во, день и ночь, блядь. Переход переходят, блядь, в машине едут, блядь, по улице идут, блядь, лежат, спят, блядь, ебут с ними, жрут с ними, нахуй, срут с ними, что только нахуй не делают. Я сам постоянно сижу в интернете, но я не теряю связь с реальностью никогда. Я как бы откладываю, иду там, еду, там делаю свои дела, когда свободное время. У меня нет такого, что я постоянно там живу. Вот, и в общем она такая, что вы хотели? Я говорю, мне военный получить. Она говорит, а сколько вам лет? Я говорю, 19. Она такая поднимает голову. А тогда почему вы до сих пор не в армии? И причем девка такая была, не толстая, не страшная, ничего. И я ей справочку достаю об освобождении. Говорю, вот почему, уважаемая. Она такая, да, сейчас все, это только вам военный не положено, вам приписной. Военника у меня не было никогда в жизни, ни разу. Вот мне приписной дали, я говорю, хорошо. Я с этим приписным прихожу, даю этому кренделю, он такой, типа, блядь, а почему, типа, приписной-то, а где военник? И я говорю, типа, ну я, типа, не годен туда-сюда. И, короче, он сгонял, там реально, блядь, одну остановку на автобусе. Он, может, пешком даже дошел, блядь. Сгонял, узнал за меня, типа, чтобы у него проблем там не было, и у фирмы не было проблем. Ну, ему там сказали, что человек с судимостью, короче, блядь, вот.
Ну и все, и меня оттуда нахуй. И я как бы понимаю, а еще такая канитель, как бы, знаете, я вернулся, и здесь наркотический бум такой. Бля, ролик, походу, получится минут на 30, потому что это только вступление. Здесь наркотический бум такой, здесь всех, кого я знал, через одного стали барыжить, короче, блядь. Все, короче, курят шмаль, блядь, нюхают там скоростя, колес хавают. Ну, слава богу, там не кололись, там и Хмурого, ну, опиатов не было, ничего такого. Вот, и я поначалу, я вышел же по УДО, бля, я поначалу на очке смотрю, ебать. А потом, когда вот это все произошло, там, вот эта вот курьерская работа, потом вот работа там, потом вот с телками у меня что-то не было долго. Короче, спустя месяца 3, ну, мне уже стало похуй, я как-то забылся о тюрьме, и как бы думаю, да ебал я все в рот, бля, ёпты. И, короче, я стал тоже дуть, постоянно много дул, короче, много пил, и стал, короче, промышлять, так сказать, мутить бабки себе по-разному, короче, по-разному. И такими же преступлениями дерзкими, которыми я раньше занимался, и другими преступлениями. Опять же, так как было очень много барыг, очень было много наркоты, была огромная возможность их хлопать. Там крутились бабки. И вот так вот я вам хочу кое-что сказать теперь, что такие истории, допустим, да, например, вот тут у меня есть ролик, как я спас петуха на зоне, да. В общем, это маленькая история, да, я вам рассказываю здесь основное, вот течение событий, да. А есть очень много историй, которые случались со мной в какие-то определенные, ну, вот эти вот жизненные мои моменты, да. Просто история интересная из вот этого времени. Вот эти истории я буду рассказывать на своем втором канале, ребят. Ссылка будет в описании и в закрепленном комменте. Вот в следующий раз я там расскажу, каким образом именно швыряли барыг в то время, какая была схема, и, может быть, расскажу о той девочке, именно этот вот свой сексуальный опыт, так сказать, что вот ты испытываешь, когда вот первый раз спустя столько времени, блядь, видишь девку, блядь, вот, ну там ты сидел в тюрьме, там, блядь, 3 года и вообще там видел только по ящику девчонок там, вот, что ты испытываешь и как ты себя ведешь, там, как себя чувствуешь рядом с женщиной. Так что переходите, подписывайтесь, всех милости прошу. Итак, я стал, короче, мутить бабки, вернулся пацан один из армии, мы с ним, короче, тусили, вместе хуевертили, блядь, короче, и получилось так, меня посадили, а ему повезло, его забрали в армию. Была, кстати, раньше такая хуйня, знаете, если за человеком, короче, какое-то преступление есть, ну, там не убийство, а какое-то там, ну, грабеж, например, или армия, была такая канитель, что могли вот взять и отправить в армию, а дело как бы, ну, замять. Вот так вот, типа, бля, его надо в армию отправить, и там за сроками давности, короче, вот такая была канитель, не знаю, сейчас есть она или нет, но раньше так вот, ну, можно было реально. Если пацан постоянно хуевертил до 18, он там на учете, там где-то стоял, какая-то там, вот у него суд должен, блядь, быть, там какая-то, ну, там, условка светит или что. Его брали, короче, в армию, хуяк, и все, ему там, ну, все, блядь, прощалось, на перевоспитание туда, короче, отправляли. В общем, пацан попал туда, и, короче, через 4 месяца, как я освободился, вот он вернулся из армии. Бля, мы тут начали, конечно, шестить, просто пиздец, блядь. Вот, короче, бабки были нормально. Мать видела, что я опять стал с собой, скажем так. В общем, и, ну, а что она мне скажет? Мне 19-20 лет. И ну, как она на меня повлияет, если меня в колонии не смогли перевоспитать. Вот. Короче, замутил я с девчонкой с одной, Надя, была такая девочка хорошая. Она чуть постарше меня, года на 2 или 3 была. Бля, у нее была охуенная фигура, просто, блядь, шикарная такая, кровь с молоком. Она не москвичка сама, с Нижнего Новгорода, по-моему. Симпатичная такая, блядь, ну, очень классная девчонка. Добрая такая, блядь. Ну, а хули, я начал уже хуевертить, мы с ней не жили, так встречались. Бля, я, короче, начал хуевертить уже, и там и торчал, и, ну, вот так вот, на, хоть и не сильных, но наркотических средствах, и бухал, и вот там крал, там аферизничал, блядь, вот. И, как бы, бля, она это все видела, а я ей там пел, что я из армии, блядь, только пришел, там, она говорит, а что тебе в 19 лет из армии? Я говорю, да меня там комиссовали, блядь, вот, я вот год отслужил, тогда служили 2. Вот это, кстати, история я многим впаривал. Ну, потом она поняла, конечно, что, блядь, какой армии я не служил. Вот.
Потому как, бля, ну я мог не прийти там в 6 утра, там, бля, у меня кроссовки в крови все, бля, я там, бля, звони, она в банке работала, бля, звони, скажи, что не придешь, нахуй. Давай, блядь, ебать, хорошо, там, говорит, что я заболела, блядь, отогреет меня, отмоет, блядь, спать уложит, блядь, со всеми вытекающими и втекающими, вот, начинает, ну, ничего мне не говорила, блядь, знаете, не полоскала мне мозги, ну, блядь. Короче, в итоге, блядь, ну, куда, мне не до нее, я постоянно на движухах, мы здесь на боевой классике какой-то с пацанами, у кого шаха, у кого что там, летаем на смутке, движухи, блядь. Такая хуйня. Ну и что мы имеем, блядь, потом по итогу? В общем, 1,5 года я вот так вот находился на свободе. И мать меня палила, кстати, убитым много раз. Вот. Сказал, что меня поставят на учет, наркологичку, блядь. Вот. Я ей периодически деньги давал, какие-то поначалу, потом перестал давать. Короче, ну похуй, я так вот жил как паразит, блядь, ёпта, знаете, вот день прошел, и слава богу, лишь бы убиться, лишь бы чем. И это, блядь, я курил очень много, вот, в основном я жил, я питался планом, вот, и я мог скурить за день, там, куска 2, блядь, таких достаточно больших, блядь, и раньше, блядь, и дурь была другая, ну, короче, не суть, я уже докурил до такой степени, что я трезвым не мог находиться, у меня краски были все серые, короче, блядь, ну зависимость. И, короче, так вот я жил. Потом один прекрасный момент, короче, я попался на квартирной краже. Попался я не сразу. Меня, короче, вычислили как в этой квартире, в которой было совершено преступление. У меня хирургическая перчатка лопнула, блядь, на ладони. А так как все отпечатки мои есть, короче, ну, блядь, меня спалили. Но спалили не сразу. То есть ко мне домой пришли менты, я им не открыл. И потом там через чердак, блядь, в другом подъезде вышел, шапку на глаза, блядь, короче, и съебался в Рязань. Вот начинается, блядь, жара, бля, ёпта. Не знаю, успею все рассказать, нет, постараюсь. Короче, приехал в Рязань. А в Рязани, у нас в Рязанской области, в Спасске был тогда дом. Мать купила, пока я сидел, первый срок. Я туда. Там деревня такая, блядь, 4 улицы, ёпта. И посередине клуб, и какая-то почта, и магазин. Вот. И я, короче, блядь, приехал, а хуль делать? Вот. Поначалу бабки были, блядь. Я там давай зажигать все этих баб там деревенских поперееб. Всех, блядь, собрал почти. От молодых до, блядь, старых, нахуй. Ну, таких относительно бабулек там я не чпенькал, блядь. Ну, таких, блядь, милф, скажем так, блядь, деревенских пособрал. Вот. Я после первой пьянки, кстати, понял, почему там полдеревни родственников. Там было такое, что там кто-то тетку свою ебет, кто-то с сестрой двоюродной встречается или троюродной. Короче, пиздец, вакханалия. Вот. Была там интересная история, я там ебал, блядь, 2 сестер, ну не сразу, а, короче, ну сначала одну, потом через какое-то время другую, они друг другу, короче, эту информацию слили, и, короче, решили меня отпиздить, блядь, затянули меня в клуб в этот деревенский, одна из них была, короче, в этом клубе, блядь, как ее, блядь, ну, ебаный насос, блядь, короче, завхоз, блядь. Вот, и говорит, такие, говорят, это, типа, что ты, говорит, типа, тут все деревни, блядь, одна вот там из них сестра такая полная была, баба, блядь, ее звали Женя. Лена, Volkswagen у нее погоняла было, короче, она такая, говорит, что ты тут все деревни, блядь, растрепал, что я в гудок люблю, короче, я стою, бля, а я как бы трезво, они там набуханные, блядь, мне стыдно, пиздец. И вторая там тоже, все, больше мы с тобой, типа, не дружим, ну, типа, блядь, давайте тебе не будем. Я говорю, ладно, все, я пошел. Вот, там, короче, я колдырил с местной молодежью, они там, блядь, спиваются тоже, пиздец, там, блядь, уже там лет в 17-18 уже какая-то стадия алкоголизма, уже даже зашиваются. Вот, потом все-таки мои похождения как бы привели меня к тому, что все в деревне алкаши молодые на меня обозлились, потому что я почти всех там курочек перетоптал, блядь, в деревне. Вот, приехали меня пиздить как-то раз, блядь, ёпта, я был дома трезвый с очередной подругой. Вот. Одному напиздил, который там, типа, раньше с ней встречался когда-то. Остальные начали на меня нападать, но не пиздили меня, короче, повалили меня. Я там обстрекался весь об крапиву, повалили меня и так вот
держали, блядь, и, ну, хорошо, хоть не запиздили, не убили, могли нехуй делать, запинать. А вот такие говорят, еще раз, блядь, что-то туда-сюда, блядь, там, короче, ну, я понимаю, что ситуация накаляется, как бы все, меня ненавидит все мужское население практически этой деревни. Вот, и рано или поздно они меня придут вилами просто нахуй заколотят какими, блядь, заколят, блядь, и сожгут. Вот, на следующий день, правда, я пару вот этих мудаков поймал. Вот, а один убежал прям босиком, блядь, он там по козьему говну улетел. Серега, это все не я, это меня туда взяли с собой, блядь. Вот, короче, я съебался в Рязань. Вот, позвонил, а съебываться мне особо было некуда. Родственники меня тогда никуда не принимали, вот, потому как, блядь, ну, знали, видимо, что я здесь трусь не просто так. Вот. Кто-то знал точно, кто-то догадывался, кто-то кому-то там рассказал. Короче, по итогу я позвонил пацану, царство небесное ему, Сань Пушкин с московского. Вот, а он тогда сидел на Стенькино в СУСе. Отрицал, блядь, хуев. Тоже интересная история у него такая. Бля, он сидел раз 5, у него он без матери рос, батя алкаш, короче, и тоже сидевший, блядь, и, короче, он постоянно сидел, он на малолетке только сидел 3 раза, блядь. Вот, и, блядь, и все, его менты, я помню, не могли сломать, там на допросах он приходил отпизженный весь, блядь, весь грязный, блядь, я-то вышел и повесился из-за девки, ну, как говорят, а там хуй его знает, может, и помогли кто. Вот, и я ему звоню, говорю, Сань, слушай, есть, говорю, где в Рязани перекантоваться, там, туда-сюда? Я говорю, у меня там тема назревала одна, блядь, короче, одного там типа хотел хлопнуть. Он такой, все, сейчас звоню, короче, туда-сюда. Все, там, дает мне адрес, говорит, пойдешь, короче, в домофон позвонишь, там, блядь. Ну, он такой, короче, она была педаль, такой был. Ну, вот такой, даже не знаю как. Объяснить ему? Ну, вот приблизительно так он разговаривает. Давай, короче, все, я там договорился, добазарился, давай, Серег, иди, тебя там ждут. Все, я прихожу, на Московском, был, я туда пришел, там реально была хата, открывается дверь, мне такие там, ты от Пушка? Ну, от Пушкина, я говорю, ну да, заходи. Короче, я там недель 2 или 3, там еще были 2 типа, которые, блядь, тоже там занимались делами, короче, я с ними, вроде бабки были, потом мы, короче, блядь, перерамсили с хозяином этой хаты, короче, блядь, там была такая хуйня, что мы его чуть не убили, блядь, короче, съебались оттуда. Бля, я помню, как мы там за Барсом, блядь, травы надергали, блядь. Раньше за Барсом, короче, в Рязани была такая дырка в заборе, и там чей-то огород, и там травы просто немерено. Мы ее там наварили, короче, блядь. Наварили манаги, блядь, в этом, возле зоны Мервина. А там, ну, Мервина, Ворошиловка, там зона прям в городе, прям в центре города. И там люди освобождаются из этой зоны и идут там вот вдоль деревни, там частный сектор, и там раньше самогонку продавали, то есть, блядь, эти зэки, они там, ну, прям наебашатся, строгий режим, зона, батя у меня там сидел, царство небесное, вот, и они прям там валяются, короче, ну, никуда не доходят, ни до автовокзала, не доезжают, и валяются везде зэки, и, короче, мы манагу варили, там рядом кладбище, вот, у меня пацан говорит, короче, говорит, бля, иди там, найди какую-нибудь тряпку отжать. Я смотрю, там чел валяется, короче, бля, весь на колках, в перстаках, блядь, валяется в траве, я ему говорю, Вась, он такой, что, я говорю, блядь, дай майку свою, сейчас отдам. Он такой, зачем, что? Я говорю, да отдам, заебал, надо, блядь, для дела. Он встает, что-то такой, начинает снимать, я такой, блядь, пацаны, я понимаю, что я для вас не авторитетом. Я говорю, да заткнись нахуй, я тебе сейчас принесу. Короче, все, сварили, отжали. Я ему несу обратно, короче, блядь. Я говорю, вставай. Он, что? Я говорю, на майку свою, он надевает. А у него вот здесь вот такой карман, такой, короче, блядь, вылез, ну, от того, что отжимали. Вот, короче, там тусили. На эту хату мы больше уже приходить не могли. Короче, по итогу я заебался, вот так вот хуеверть, хули, блядь, еще вот, ну, стрёмно, понимаете, там, то есть ты постоянно, когда видишь какой-то любой, блядь, патруль, машину, там, Бобик, там, и Козельчик его, как называли раньше, вот, УАЗ. То есть ты когда видишь, блядь, ты как бы все сейчас поймают, примут, блядь, в Рязани менты лютые, а что делать-то, как бы, вот, и в Москве-то, блядь, ну, дома же не будешь сидеть. И я как бы хотел лето вот так отгулять, и потом уже я понимал, что меня все равно посадят. И я как бы думаю, бля, надо валить домой. Надо валить домой. Короче, блядь, а денег нету. Все, эти там, ну, все, я остался один на улице, получается. В эту хату я вернуться не могу. Денег нет вообще, вот есть мобила. Вот такая. Как бы все. Но совсем без связи как бы оставаться неохота, блядь.
Я начинаю звонить родственникам, тем, которые есть там. Я говорю, блядь, там, выручите, дайте там денежку, там, домой поеду, на дорогу хотя бы, там, или что, говорю, пустите ночевать. А мне, как бы, блядь, жрать охота, пиздец. Я заебался, я там, не спал, блядь, я день, блядь, жил один в беседке, блядь. Там дождь въебал, меня все намочило, нахуй. У меня ноги, блядь, опухли в кроссовках. Второй день я ночевал, блядь, в подъезде, блядь. Ну, короче, я звоню всем, мне никто не хочет, блядь, принимать. Пол Рязани, блядь, родственников. И, короче, потом случилась такая хуйня. Последняя была надежда у меня на моего дядьку. Ну, как, он мне не дядька, он муж моей тетки. На Приокском живут они. Я прихожу, думаю, пойду к нему, потому что он как бы тоже чалился по молодости. И нормально, как бы, жизнь повидал, блядь, дядя Сережа, нормальный мужик. Вот. Я, короче, пошел туда. Я пол Рязани пешком, блядь, так вот проходил, обходил, блядь. Вот. Ну, были идеи, конечно, кого-нибудь ебнуть, пойти ночью, блядь, но попадались нам одни женщины, там, ночью ходили там в темное время суток, а у меня, как бы, в принципе, я женщин вообще никогда не грабил, не бил, блядь, ребят, серьезно, вот, ну, вот такой вот у меня принцип. Вот вообще я к девушкам очень уважительно отношусь всегда, вот. Да и вообще, ну вот кому к кому, а как бы к девчонкам я всегда относился такой, знаете, я был романтик, по молодости любил им там цветы дарить, там, блядь, на гитаре играть, там, влюблялся, там, пиздец, они в меня, блядь, такая была хуйня. Не то, что сейчас там везде, блядь, одна там, жопами в Инстаграме, блядь, трясут, ёб, скоро хуй сосать будут, блядь, там, в Инстаграме за лайки. Вот, и, в общем, пришел я к дяде Сереже, тетя Света была на работе, я такой, он мне открывает дверь, видит меня, такой, говорит, заходи. Я захожу, он чайник ставит, а я первым делом в ванну. Потому что, блядь, я не снимал кроссовки 2 или 3 дня, они там, у меня ноги набухли, короче, у меня промокли они. Я понимаю, что там ванизм, пиздец, я в ванну, типа, а у них санузел совмещен, типа, я говорю, сейчас я в туалет схожу, я ноги мыть, носки стирать, захожу, сажусь с мокрыми носками, блядь, ну, не воняет хоть ничего. Он такой, мне чай заварил, такой, бутерброды сделал, он говорит, ну, рассказывай, что? Я говорю, да ничего, говорит, Сереж, нормально все. Он завтра, говорит, домой поеду, можно у вас переночую? А он сидит, ну, бля, он как бы видит всю эту хуйню, он с малолетки тоже, с детства, у него такая хуйня, он один раз был полчаса, блядь, на свободе. То есть он один раз освободился, до автовокзала дошел в Рязань, тоже с Мервина, кого-то там ебанул и обратно поехал, блядь. Он начал жить нормально, тоже где-то к 30 годам, вот с моей теткой сошелся, блядь. И все, у него как бы все нормально, блядь, перестал хуйней заниматься. Вот, и, короче, это... И он мне там говорит, слушай, я тебе, говорит, проповеди не буду читать, говорит, там, ну, я, говорит, вижу все и так, типа, вот у тебя там, видимо, какая-то ситуация. Ну, и начинает мне рассказывать, как он, короче, мать свою, ну, вот он в детдоме там жил, он мать свою видел там один раз как-то, они там сбежали с пацанами, там, что-то хуевертить, и нашли ее на какой-то блатхате, она там сидела пьяная, вот, он там, короче, блядь, вот, ну, такую свою жизнь мне начал рассказывать, я сижу, я понимаю, как бы это все. И, ну, к чему он это все говорит, там, типа, но я в то же время понимаю, что это уже ничего не изменит. Вот, ну, он не знал тогда, что я в розыске, что меня закроют. Я понимал, блядь, да, и мне как бы в этот момент я стал как бы, ну, прислушиваться, потому что, ну, во-первых, человек сидевший, дохуя отсидел, жизнь повидал, я, ну, как бы к таким вот здравым людям. Есть такие, которые отсидели дохуя, и они дебилы, блядь. Ходят там запорядочные, что-то втирают, блядь, тоси-боси, хуй в навозе, блядь. А это нет, этот дядька, вот у меня, он абсолютно адекватный, он такой, говорит, ну, все мне эту хуйню как бы объясняет, и я понимаю, что, блядь, да, он неправильные вещи говорит, как бы, блядь, хули, чем я думаю, то нахуй я жизнь свою просираю, но я понимаю, что уже ничего не изменить, что все. Потому что я матери периодически звонил домой, она говорит, да, ходят менты периодически, блядь. Она, естественно, знала, что, короче, ну, все, я, блядь, в розыске, меня скоро посадят. Вот, и я говорю, да, я все понимаю, нет, дядя Сереж, говорю, все нормально. И, короче, приходит тетя Света, она такая, что-то там на меня покричала, блядь, типа, что ты здесь лазишь, типа, езжай в Москву, хули ты здесь по Рязани. Как бы все знают, что я шоркаюсь по Рязани. Ну, ничего, там, дядя Сереж говорит, ладно, хорош, там, блядь, пизду, блядь, что ты. Вот, все, я у них переночевал, дядя Сереж с утра сходил, взял мне пару пачек сигарет, какой-то, короче, хавки дал в дорогу, блядь, и на билет мне дал денег. Я поехал домой. И я знал, что меня поймают. Я думал, кстати, что меня поймают дня через 3. Я умудрился протусоваться 2 недели. И причем я не прятался, я ходил на улицу, мне говорят, блядь, тебя менты ищут там туда-сюда. Я был уверен, что меня кто-то сдаст по-любому, что я вот вернулся, блядь, потому что были у меня и враги здесь, дохуя, блядь, на районе. И до сих пор есть те, которые не враги, но которые меня не любят, блядь, достаточно сильно. Вот, и
как бы, блядь, я приехал, мать такая, что ты? Я говорю, ну все, я говорю, я заебался бегать, короче, я говорю, блядь, но все равно спасает. И вот через 2 недели, да, постучали в дверь, у меня уже была сумка, все собрано, заранее лежала, блядь, вот. Чтобы меня, если поймают, примут, я матери сказал, говорю, мать, принеси мне сумку, или там, если я дома, я сумку. Это взял и поехал сразу. Вот. Многие, кстати, раньше многие, те, кто жили криминальной жизнью, вот такой вот, как вот я, к примеру, да, у них всегда был дом, блядь, баул с собранными там сразу же стоит баул на зону. Да хуя у кого был, серьезно. В нем сигареты, чай, там конфеты, блядь, какие-нибудь там такие долгоиграющие, спортивный костюм, нижнее белье, кроссовки. Ну, короче, все вещи, которые для зоны, все, вот так вот стояли. Серьезно. Многие прямо освобождались и первым делом себе вот такой вот баул ставили, чтобы если что, в зону. Ну, они знали, что рано или поздно. И вот попал я, короче, опять на Централ, попал в строгую хату, попал, раньше сажали по статьям, то есть убийцы с убийцами, крадуны с крадунами, грабители с грабителями. Я попал в хату тоже, где домушники сидят почти все. Вот. Но об этом я вам расскажу уже в следующей части. Ребят, что я вам хочу сказать. У меня, кстати, есть ТикТок еще. Вот, я там всякие прикольчики выкладываю. Смотрите, ссылки в описании. Мой второй канал, не забывайте, потому что на днях я расскажу вот эти вот подробности того времени, что я находился на свободе. Вот. Историю про вот схему с барыгами и там вот, наверное, про девочку расскажу. Вот, потом, что еще? Лайк, подписка, коммент, это по-любому. Лайк, это несложно, это бесплатно, я договорился, все люди в курсе, короче. Вот, мы с Сухарем работаем, если что. Ну и огромное спасибо всем тем, кто нажимает кнопочку спонсировать и спонсирует мой канал. Вы меня нереально продвигаете в Ютубе. YouTube, если видит, что у канала есть спонсоры, много спонсоров, меня двигает вперед, и канал мой растет, и я развиваюсь. И меня это очень-очень мотивирует. Меня это мотивирует, я мотивирую вас, вы меня. Короче, вот такой вот круг, хороший круговорот хороших вещей. Все, ребят, всем добра, берегите себя, не занимайтесь херней. С вами был Миша и Плюшка. До новых встреч.